Пролог. Когда вода приходит за домом. Вы когда-нибудь видели, как горит ваше прошлое? Не в переносном смысле, не в воспоминаниях, а по-настоящему. Когда к твоему дому, который строил еще твой прадед из вековой лиственницы, подходит человек в форме и говорит: «Жги, иначе не получишь справку на переезд. Даем вам время, чтобы собрать жизнь в чемоданы и уехать. Избавляйтесь от хозяйства, так как вы будете переселены в город, потому что ваш дом, ваша деревня, ваше кладбище, где покоятся 7 поколений предков, все это скоро окажется на дне водохранилища. Навсегда. При отказе останетесь ни с чем». Да, вот так. Какая эмоциональная и трагическая боль старикам избавиться от коровы, которая давала им молоко более 5 лет. Плюс кладбище, плюс родные места. По открытым источникам есть множество информации, что стариков, которых переселили в город с деревни, были подавлены печалью и хотели сами покинуть этот мир. Чувствовали себя чужими среди своих. С печалью в глазах и тоской на душе — это не страшная сказка. Это реальность, которую пережили десятки тысяч людей в Сибири. И сегодня мы расскажем историю Братского водохранилища, одной из самых трагических страниц в истории советского строительства. Гордость инженерии, триумф коммунизма, гигантский источник дешевой энергии. Но для 70 тысяч человек это конец света. Представьте себе картину, от которой стынет кровь. По Ангаре плывут, нет, не бревна и не лодки. Вдоль берегов, где еще вчера играли дети, медленно покачиваются на волне черные ящики. Гробы. Вода пришла быстрее, чем рассчитывали. Она не стала ждать, пока чиновники закончат перенос кладбищ. Да и не переносил никто. По крайней мере, и не было стремления у властей. Только сроки. Согласно ведомости выполненных объемов работ по санитарной подготовке ложа водохранилища в Братском районе, с начала работ по 1 января 1962 года была проведена очистка 52 кладбищ. При этом указывалось, что так называлась уборка только одних знаков. К 1 января 1962 года из зоны затопления было вынесено только одно кладбище – небольшое кладбище поселка Прокопьевск, где вместе с русскими хоронили ссыльных литовцев. В эти минуты рождалась сибирская Атлантида. Под слоем воды в десятки метров задыхались 248 деревень. С садами, церквями, школами и тысячами нерассказанных историй. Сегодня мы спустимся на дно Братского водохранилища, туда, где до сих пор, по рассказам водолазов, стоят призрачные избы, где из ила торчат кресты. Мы узнаем, какую цену заплатили люди за то, чтобы в ваших квартирах загорелся свет. И почему те, кто выжил в той катастрофе, до конца дней просыпались от звука приходящей воды. Это история о великом строительстве и великом предательстве. Досмотрите до конца, потому что правда об этих местах гораздо страшнее любых городских легенд. Глава 1. Санитарная очистка. Огненный апокалипсис. В официальных документах это называлось сухим термином «подготовка ложа водохранилища». Но на языке ангарских мужиков это называлось «казнь». Чтобы вода не протухла от гниющей древесины, ложе нужно было очистить. Это значило вырубить все леса и снести все постройки. На силы времени не хватало. Тогда применили самый дешевый способ — огонь. Старики рассказывали, что самым страшным было не само пламя. Самым страшным было видеть, как люди, прожившие в этих домах по 70 лет, сами должны были их разрушать. Существовало негласное правило. Чтобы получить компенсацию за переезд, ты должен был сдать участок чистым. Люди выносили иконы, забирали кошек, которые в ужасе убегали обратно в горящие сени, и поджигали. Над Амгарой месяцами стоял черный смог. Дым от сотен деревень закрывал солнце. Животные, коровы, собаки не понимали, что происходит. Собаки неделями сидели на пепелищах, воя на поднимающуюся воду, пока она не смыкалась над их головами. Старожилы рассказывают о странных вещах, которые происходили во время сжигания деревень. В одной из деревень, когда подожгли старый дом, в котором, по слухам, когда-то жил колдун, огонь вел себя необычно. Он не просто горел, а словно перебегал с одного угла на другой, оставляя нетронутыми целые стены, но дотла выжигая другие части дома. Рабочие отказывались подходить к развалинам, пока огонь полностью не погас. А в другой деревне, когда сжигали старое кладбищенское сторожку, несколько свидетелей клялись, что видели в дыму силуэты человеческих фигур. Конечно, это можно объяснить игрой дыма и света, стрессом переселения. Но эти истории до сих пор рассказывают на встречах бывших жителей затопленных деревень.
Это не была эвакуация. Это была депортация из собственной жизни. Глава 2. Кладбище, когда мертвые не уходят. Теперь о том, что долгое время было под грифом «секретно», осквернение памяти. По правилам, кладбище должны были переносить. Родственникам предлагали выкапывать своих близких и перевозить их в новые поселки. Но представьте, деревне 300 лет. Там лежат 10 поколений. Кто перевезет прапрадеда, если его могила уже сравнялась с землей? В итоге перенесли меньше 10% захоронений. Остальные их просто равняли бульдозерами, сносили кресты, сбивали надгробия, чтобы не смущать будущих моряков. Паранормальный след и факты. Рыбаки старой закалки до сих пор избегают определенных мест на Братском море. Есть легенда о всплывающем погосте в районе затопленного села Болтурино. Говорят, что из-за специфики почв тела там не разлагались десятилетиями, превращаясь в мумии. Когда вода размыла берега, эти спящие начали подниматься со дна. Очевидцы, работавшие на катерах в 60-е, описывали приступы неконтролируемого ужаса, когда в свете прожектора они видели вертикально стоящего в воде человека. Это были трупы, привязанные корягами или остатками оград ко дну, которые качались под воздействием течения. Это не мистика, это ужасающая реальность гидростроя того времени. Глава 3. Церкви. Колокольный звон из бездны. Церкви в те времена строили из лиственницы, дерево, которое от воды становится только крепче, превращаясь в камень. Многие храмы были памятниками архитектуры XVIII века. Их пытались отстоять, писали письма в Москву. Бесполезно. Храмы жгли так же, как и избы. Но есть одна история, которая в некоторых источниках трактуется данным образом. В одной из деревень, называют разные имена, но чаще Нижне-Суворово, колокол был настолько тяжелым, что его не успели снять до прихода воды. Он ушел на дно вместе с колокольней. Местные жители, переселенные в бетонные коробки, еще долго приходили к берегу. Они говорили, в большие праздники, когда на море штиль, если приложить ухо к борту лодки, слышно, как ангара поет. Это не воображение. Это звук металла, о который бьются подводные течения. Симфония утопленного мира. Что думаете? Напишите в комментариях. Глава 4. Великое расселение и эпидемия тоски. Переселение 248 деревень не было простым переездом. Это была попытка втиснуть многовековую историю Ангары в рамки новых советских чертежей. География человеческих судеб изменилась навсегда. Тех, кто жил в городах и крупных центрах, ждали бетонные кварталы. Жители Старого Братска стали горожанами в новых районах – Подуне и Энергетики. Жителей Заярска перевезли в Осиновку, ныне район Гидростроитель. А древний Балаганск был фактически выстроен заново на 45 километров ниже по течению. Сельских же жителей укрупняли. Сливали по 5-10 деревень в один новый совхозный поселок, такой как Новый Тангуй, Калтук или Бельчир. Но за этими планами по расселению скрывалась страшная правда, которую не фиксировали в отчетах о победе коммунизма. Это была настоящая эпидемия. Смертность среди переселенцев первые 2-3 года была в несколько раз выше средней, особенно среди пожилых. Люди просто не могли жить в чужой среде. Их организм, их душа, настроенные на определенный ритм, на связь с природой, с родной землей, просто отказывались функционировать. Врачи ставили диагнозы: инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность. Но на самом деле диагноз был один – тоска. Смертельная, убийственная тоска по родине. Психологи тогда не изучали это явление, но сейчас есть термин – синдром переселенца или депрессия утраты места. Когда человек насильственно лишается той среды, в которой сформировался, он теряет не просто дом, он теряет часть себя. Особенно это касается людей пожилых, для которых связь с местом максимально сильна. Молодые адаптировались легче. Кто-то даже был рад, наконец-то, цивилизация, больницы, школы, магазины. Но старики умирали. В прямом смысле слова. Многие из них перед смертью бредили, просили отвезти их домой, а дома больше не было. Над их спальнями теперь ходили многотонные баржи. Глава 5. Море, которого не должно было быть. Братское водохранилище.
Сегодня это название мало что говорит тем, кто не живет в Сибири. Но цифры способны заставить замереть. 5470 квадратных километров. Это больше, чем вся территория Москвы вместе с областью. Это искусственное море, созданное руками человека при строительстве Братской ГЭС на реке Ангаре. Когда в 1954 году было принято решение о строительстве гидроэлектростанции, мало кто задумывался о цене. Страна поднималась из руин войны. Требовалась энергия, много энергии. Сибирь должна была стать энергетическим сердцем Советского Союза. Алюминиевые заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты, химические предприятия – все это требовало электричества. И его дала Братская ГЭС, ставшая на момент постройки крупнейшей в мире. Но за величием цифр скрывалась другая статистика. Статистика человеческого горя. Под воду ушло 248 населенных пунктов. Переселению подлежали более 28 тысяч человек. 28 тысяч судеб, вырванных из родной земли. Затоплено было более 120 тысяч гектаров пахотных земель и лесов. Уничтожено несколько десятков кладбищ, где покоились останки людей, живших здесь с 17 века. Это было не просто переселение. Это было уничтожение целого мира. Особого ангарского уклада жизни, который складывался столетиями. Глава 6. Деревни, которых больше нет. Их имена сегодня можно найти только на старых картах и в памяти тех немногих, кто еще помнит. Балаганск, Братск, Надеино, Покосная, Бала, Боровская, Бурить, Коробчанка, Ершова, Заярск, Новоярлык, Пьяново, Осиновка, Дубынино. Более 100 названий, более 100 миров. Старый Братск – город с трехвековой историей, основанный еще в 1631 году как острог. Здесь стояла знаменитая Братская башня, уникальный памятник деревянного зодчества XVII века, один из старейших в Сибири. Башню успели разобрать и перевести. Она сейчас стоит в музее под открытым небом. А вот сам город, его улицы, дома, храмы – все ушло под воду. Балаганск – село, которое когда-то было центром целого уезда. В XIX веке здесь проходил Московско-Сибирский тракт. Останавливались обозы с товарами, стояли богатые купеческие дома. В селе было несколько церквей, базарная площадь, школа. Все это исчезло за несколько месяцев. Коробчанка, Боровская, Бала. Деревни, где жили старообрядцы, бежавшие от реформ Никона еще в XVII веке. Здесь сохранялись древние иконы, рукописные книги, традиции, которые исчезли в Центральной России. Старообрядческие скиты в глухой тайге были настоящими хранилищами древнерусской культуры. И все это было уничтожено. Среди местных жителей ходит легенда о том, что в одной из старообрядческих деревень перед затоплением священники провели последнюю службу прямо на берегу поднимающейся воды. Они якобы прокляли место, где строилась плотина, предсказав, что вода не простит насилие над землей. Документальных подтверждений этому нет, но рассказы об этой службе передаются из поколения в поколение среди потомков переселенцев. Глава 7. Что осталось от деревень? Прошло более 60 лет с начала затопления. Братское водохранилище стало частью ландшафта. Братская ГЭС работает, снабжая электричеством половину Восточной Сибири. Алюминиевые заводы, лесоперерабатывающие комбинаты – все это работает на той энергии, что дает Ангара. Был ли смысл в этой жертве? С точки зрения экономики, безусловно. Братская ГЭС дала колоссальный толчок развитию региона. Без нее не было бы современных городов, промышленности, рабочих мест. Но какой ценой? Под водой лежат более 100 деревень, сотни тысяч гектаров леса, десятки кладбищ, несколько церквей. И главное, особый мир, который больше никогда не вернется. Ангарские деревни были уникальны. Здесь складывалась своя культура, свой диалект, свои традиции. Старожильческое население жило здесь с 17 века. Первопроходцы, казаки, крестьяне, староверы. Они создали особый уклад жизни, адаптированный к суровой Сибири. Рыболовство, охота, земледелие, скотоводство – все это было отточено веками. С затоплением исчезли ангарские говоры, особые диалекты русского языка, сохранявшие архаизмы 17 века. Лингвисты успели записать только малую часть. Остальное ушло вместе со стариками. Исчезли традиционные промыслы, особые способы рыбной ловли, охотничьей хитрости, рецепты, передававшиеся из поколения в поколение. Исчезла живая связь с местом. Когда твои предки жили здесь 300 лет, каждый камень, каждое дерево — это часть твоей истории. А теперь все это на дне. И новые поколения растут в городах, где нет этой связи. Старожилы рассказывают о том, что иногда, когда уровень воды в водохранилище сильно падает, в засушливые годы, на поверхность выходят остатки затопленных деревень. Фундаменты домов, куски каменных кладок, кресты с кладбищ. В 2015 году, во время сильной засухи,
Уровень Братского водохранилища упал настолько, что обнажились целые улицы Старого Братска. Люди приезжали туда, кто из любопытства, кто в поисках корней. Бывшие жители пытались найти, где стоял их дом. Искали на дне следы прошлой жизни. Нашли несколько старых якорей, части рыбацких лодок, обломки мебели и, самое страшное, человеческие кости. Оказывается, не все кладбища были перенесены. Где-то ошиблись с картами, где-то пропустили, где-то просто не успели. И теперь кости предков лежат на дне моря, которые создали их потомки. Это место обросло мрачным фольклором о призраках. Рыбаки, ночующие на водохранилище, иногда рассказывают о странных огнях над водой, там, где раньше были деревни, об голосах, доносящихся будто из-под воды, человеческих голосах, иногда пении, о силуэтах на берегу, которые исчезают, стоит приблизиться. Конечно, можно все это объяснить. Огни — это болотные газы, метан, выделяющийся при разложении органики на дне, голоса — игра ветра, акустические эффекты на воде. Силуэты — обман зрения, усталость, алкоголь, наконец. Но люди продолжают рассказывать эти истории, потому что для них водохранилище — это не просто водоем. Это огромная братская могила, могила их прошлого, их корней. Глава 8. Память против забвения. Казалось бы, прошло столько лет, пора забыть. Живые должны жить, а не цепляться за прошлое. Но память оказалась сильнее времени. В Братске, Усть-Илимске, других городах региона существует землячество бывших жителей затопленных деревень. Раз в год они собираются вместе. Те, кто еще жив. Их осталось немного. Тем, кто помнит жизнь в деревне до затопления, сейчас от 70 до 80 лет. Они приезжают на эти встречи, чтобы вспомнить. Говорят на старом диалекте, которого не понимают их внуки. Поют старинные песни. Показывают фотографии. Часто единственное, что осталось от родных деревень. В 2011 году в Братске был открыт музей истории затопленных территорий. Небольшой, созданный на энтузиазме. Там собраны фотографии, документы, вещи из затопленных деревень, прялки, рыбацкие снасти, утварь, иконы, книги, все, что успели спасти. Самый ценный экспонат — карта затопленных территорий. На ней отмечена каждая деревня, каждое село, каждый поселок, ушедший под воду. Посетители подходят к карте, ищут название родной деревни, касаются пальцем. Шепчет: «Вот здесь я родился, вот здесь наш дом стоял». Это не просто музей, это место памяти, место, где прошлое остается живым. Появляются книги «Затопленная Атлантида», сборник воспоминаний бывших жителей, «Ангара. Река жизни», фотоальбом с редкими снимками деревень до затопления, «Братское море. Цена прогресса», исследование социальных последствий переселения. Режиссеры снимают документальные фильмы, интервью со стариками, которые помнят жизнь в деревнях, о том, как живут потомки переселенцев. Все это — попытка сохранить то, что уже невозможно вернуть. Попытка сказать: «Да, это было. Здесь жили люди. У них была своя жизнь, своя культура, своя правда, и они имеют право на память». Эпилог. Цена прогресса. Стоило ли оно того? Этот вопрос мучает многих. С одной стороны, электричество, заводы, рабочие места, развитие региона. Братская ГЭС до сих пор дает около 22 миллиардов киловатт-часов в год. Это колоссальная энергия, без которой современная Восточная Сибирь просто не может существовать. С другой стороны, сотни затопленных деревень, десятки тысяч сломанных судеб, утраченная культура, разорванные корни. Можно ли взвесить одно против другого? Можно ли сказать: вот столько киловатт-часов стоит стольких человеческих жизней и такого-то количества культурного наследия? Пожалуй, нет. Это неизмеримо. Это не та математика, где можно подставить цифры и получить ответ. Но есть одно «но». Все это можно было сделать иначе. Можно было начать переселение раньше, дать людям больше времени. Можно было предоставить достойную компенсацию, помочь с адаптацией. Можно было сохранить хотя бы часть архитектурного наследия, разобрать церкви и дома, перевести в музеи. Можно было тщательнее перенести кладбище, сохранив память об усопших. Но этого не сделали, потому что спешили, потому что план, потому что мы строим светлое будущее, а вы со своими деревнями мешаете. И в результате получили то, что получили. Электричество — да, но вместе с морем человеческого горя. Сейчас, спустя десятилетия, мы можем смотреть на это холодно, анализировать, делать выводы. Но для тех людей, которые это пережили, это не история, это их жизнь. Мы не можем повернуть время вспять, но мы можем помнить. Эти деревни не исчезли. Они просто сменили среду обитания. Они стали частью нашей общей памяти, горькой, как ангарская вода, и твердой, как бетон плотины. Всем спасибо, кто посмотрел видео.
Напишите в комментариях, мы должны об этом помнить. Лайк, подписка. Всем пока.